Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи с Александром Лазаревым, политологом. Он на связи. Александр, приветствую вас. Здравствуйте. Александр, начнем с Одессы мамы, потому что к Трампу-то мы успеем вернуться. Там, я так понимаю, там надолго с Си Цзиньпином. В общем, это будут еще встречи, будут визиты, будет еще ого-го. Хотя, конечно, интересно, как они поговорили об Украине и сколько времени среди часа 40 уделили нам. Но это позже. Давайте вот конкретно с, как говорится, научно-прикладного. 7-й километр, рынок. Туда неоднократно захаживали представители ТЦК, но в этот раз зашли плохо, потому что перевернули бус и пинками вышвырнули за пределы и за территорию. Тут возникает сразу целый букет вопросов. Да? Понятно, что там прокомментируйте, что это значит. Все прекрасно понимают, что это значит. Это означает, что дальше город под управлением чекистов, СБУ, конкретно СБУшник Лысак, который, в общем, отодвинули мэра избранного, и вот сейчас, так сказать, будет прямое президентское управление, прямое офисное управление этим городом, должен что-то предпринимать. И это не просто там минусик в карму, а это нам открывает определенные, давайте так, причины, почему вот так с Трухановым поступили. И с одной стороны, вот я слышал много версий таких, да, там же как сейчас, Труханова судят, потому что дождь пошел в Одессе и 9 человек погибли. Но я примерно понимаю, зачем это сделано. То есть это сделано от страха. Многие люди говорили: слушайте, да нормально бы занес бы Труханов денег куда нужно, помог бы какому-нибудь подразделению, ну это я имею в виду, подразделению какого-нибудь из разведки или других каких-то структур. И все бы было хорошо, и спокойно бы правил дальше, спокойно бы там с кем надо делился, но тут именно вот это. А вот это как раз-таки потому, что Одесса выходит из-под полнейшего контроля. И вот мы видим этот яркий маркер. С политической точки зрения, что скажете по этому поводу? И действительно ли на Банковой нужно принимать успокоительное? Насчет 7-го километра. Это все искусственный интеллект. Это все ИИ. И то, что сейчас военкомы публично сделали заявление, я думаю, напишут заявление в полицию, я считаю, что нужно собрать группу адвокатов, которая будет ссылаться на незабвенного Никиту Потураева. Говорит, что это все искусственный интеллект, что люди ничего не делали, никто там не переворачивал никакие бусы. Если бесчинство, которое делают эти граждане Украины, да, которые являются военкомами, это искусственный интеллект, по мнению представителей власти, то значит ответ людской, народный ответ, это тоже пускай будет искусственный интеллект, да, в судебных каких-то решениях. На самом деле, что произошло? Одесса, во-первых, не устану говорить, это лучший город на земле. Не просто в Украине, а вообще в мире, я считаю. Для меня это самый лучший город. И народ там самый лучший, самый искренний, правильный, добрый и, как показала практика, очень и очень терпеливый. Потому что терпел он это все уже несколько лет. А если быть более точным, то терпел он уже десятилетиями. Да? Потому что всякие приезжают и рассказывают, как жить в Одессе, как разговаривать. Улица правильная, неправильная, на дюка с такого люка посмотреть или с другого, и лучше развернуться и вообще забыть, кто это такой. Вот. И одесситы это все терпели, потому что одесситы мудрый народ, это портовый город, они привыкли ко всему и переживут, поверьте, Одесса и одесситы переживут. И этого чекиста, не таких чекистов Одесса переживала. Вот. Если даже после Великой Отечественной войны в Одессу, чтобы стабилизировать обстановку, отправили самого маршала Жукова, это ж не кого-то там, а маршала Победы, потому что понимали, что регион очень непростой и нужно очень грамотное, серьезное управление, то, что сейчас делает Зеленский, отправляя своих лысаков или прочих, да, это всего лишь мгновение в истории этого славного большого города, прекрасного города и этого народа. Поэтому я для одесситов в первую очередь желаю сил, здоровья, все будет, все наладится. Вот. Что касается всех этих заезжих, да,
зарубичан с ТЦК, ну, ребят, ну, а на что они рассчитывали? Давайте объективно, да? Разве можно постоянно сжать эту пружину и думать, что обратного эффекта не будет? Ну, законы Вселенной, законы физики, они же работают и в законах социальных взаимоотношений. Вот вы сжали пружину. Вот на 7-й километр не первый раз этот бусик подъезжал. Не первый раз там ловили людей. И в какой-то момент, конечно, собрались ребята и сказали, ну, слушай, хватит. Собралось больше 50 человек, там и женщины. Потому что буквально до этого, Александр, публиковали украинские СМИ видео, там, где, если не ошибаюсь, в Киеве, да, представители военкоматов на пол положили тоже какого-то мужчину и колбасили его ногами. Вот. Женщины пытались заступаться, они там прыгали, да, петушиные бои практически пытались устроить с женщинами. Долго народ терпеть не может. Терпеть увірвався. И вот в Одессе, как бы, да, то, что сделали одесситы, это показатель, и не только отношения одного города, это показатель усталости всего народа, всей страны, потому что по отношению к своим людям нельзя так поступать, это сказал бы любой. И я не знаю ни одной страны мира, даже за последнее столетие, которая бы во время войны вела себя так по отношению к своим людям, к своим жителям, к своим гражданам. И параллельно с этим выходит там президент, там, глава государства и начинает тираду такую длинную, красноречивую, с огромными эпитетами рассказывать, как нужно неньку боронити, як треба любити країну и что все повинні. Ну так подожди, если ты это говоришь, мало того, что ты на собственном примере не показываешь, мало того, что дети твоих генералов, да, дети депутатов, министров, не знаю, сотрудников офиса президента не воюют, находятся где-то в Лондонах, так ты еще по отношению к детям украинцев так себя начинаешь вести, ну жди реакции. Но это объективно. Это объективно, то есть народ будет себя так вести. Это касательно того, что произошло в Одессе на улице, среди людей и представителей людей и людоловов, давайте так скажем. Что касательно политической обстановки, ну, тут объективно стоило чего-то ожидать. И с коллегами неоднократно разговаривали, говорили о том, что ну, раз Труханов занял такую позицию, что он не будет уходить, как он сказал публично, да, я буду отстаивать, одесситы, Одесса со мной. Действительно, у него есть немаленький уровень поддержки. Да, много вопросов к личности Труханова, я не его сторонник и симпатик, но то, что у него есть уровень поддержки, отрицать это будет глупо. Даже вот буквально в парламенте выступил Гончаренко и начал рассказывать, какое количество слуг народа прошло в горсовет и какой уровень поддержки там был президентской политической силы. 9 или 15%, он сказал, да, и это при всем админресурсе, как бы это тоже необходимо учитывать. Это один момент. Второй момент, Труханов выразил свое недовольство решением центральной власти и был готов, я так понимаю, вступать ну, в такие челночные бои с центром, да, с офисом президента. Вот ему и прилетел ответ со стороны офиса президента. То есть, если ты не хочешь уйти тихо, если ты будешь бузить и бодаться с нами, мы тебе сейчас расскажем, как ты должен был спасать город во время наводнения. Сколько там? Около 10 человек погибло. На тебе подозрение в уголовном деле о халатности, которая понесла за собой человеческие жертвы. Ну, это какая-то уникальная статья, Александр. Какая-то уникальная статья. Значит, во-первых, каждый день рвутся снаряды над головами. Каждый день. И смотрите, я тоже общался там с юристами, они как бы говорят, ребята, ну это смешно. Но вот сегодня трагический, вот сегодня, да, сегодняшний день, трагический случай в Запорожье. Прошлой ночью был обстрел. Причем трагически прилетела в дом и, ну, в общем, достали человека, там женщина рыдала, потому что это ее сын. И это такой, знаете, такой эпизод, который многие там не запоминают. Для человека это вся жизнь, да, перевернулась. А в информационной ленте это вот один из там. Потому что тут же баллистика в Днепр, тут же там новые удары. То в Сумах прилетело там капитально, что люди снимают их. Они как птицы, эти дроны, герани вот эти, да, они их снимают на телефон на парковках, и они уже тупо бьют в машины.
Ну, вот там где-то вот скопление машин, там может быть какая-то там, не знаю, нужная им машина, они туда летят. Ну, то есть абсолютно такая атмосфера. Так вот, с юристами общался, они говорят, что вот эта вот история с халатностью, это прям, ну, это прецедент. Потому что, не говоря уже о всяких там подобных случаях, вот эта вот история с ПВО, все же помнят, почему на Донбассе с 2014 года каждый обстрел оформлялся как уголовное дело прокуратурой. Сейчас тоже это есть, просто об этом сейчас так не рассказывают, потому что не было, ну, концы, чтобы нельзя было найти. В общем, смысл в чем? Идет обстрел, да, со стороны ЛНР, ДНР, да, и приходят прокурорские, если это в зоне возможного, оформляют, это там целый кипа этих дел. Но почему так делается? Потому что они потом закрываются и все. Но если туда влезть и там туда свое жало засунуть, там этой халатности, ну, просто по уши. А сейчас так и подавно. Потому что, простите, пожалуйста, ПВО и как оно работает, это тоже ответственность. Ну, там, правда, только другая, там, военного типа и военно-гражданской администрации. Но это прям очень важный эпизод. И вот за халатность как бы Лысака не пришлось судить в скором времени за определенную халатность. Хотя, конечно, никому никаких жертв мы не желаем. Я вам так скажу, что их никто судить пока еще не будет, пока они при власти. Да? Судят только неугодных. Тут действует правило «своим все, чужим по закону». Да, и халатность найдут, и несколько халатностей. Потому что если говорить о том, что повлекло за собой жертвы, да, то мы можем вспоминать и первый Стамбул, да, если бы, то что бы было дальше, сколько бы людей... Это только не только людей и территорий сохранила бы Украина. То есть тут на это тоже можно посмотреть. Но тут есть политическая целесообразность. Тут идет война, есть оборона, и, соответственно, это другое. То есть здесь нельзя пришить халатность. Хорошо, если уже идем, например, по халатности по армии, то сколько было случаев, что кто-то где-то засветил расположение, да, частей туда прилетело, сколько там жертв было. Да, это война, по частям прилетает, конечно, то есть это, увы, неотъемлемая часть боевых действий, но могло же не прилететь, если бы кто-то не съездил, селфи там не сделал, да, либо кто-то там в сеть не выложил, что награждение какое-то происходит, солдат конкретно в этом месте, и туда приезжает какой-то великий, в кавычках, чиновник из Киева, и туда потом прилетает, и там 50 погибших, 100 погибших. Я что-то не слышал, что уголовные дела об этом, что какой-то генерал там присел, либо политик, который это сделал, потому что это нормально для них, это дозволено. А когда, например, есть проблемный человек с проблемным регионом, и он начинает там бодаться, ну так находится любое дело. Главное, чтобы человек был, статья-то найдется. Вот в данном случае Труханов, он публично выступает, говорит: ребята, почему в МЧС и в других служб, да, с министерств не было претензий, как мы разрулили ситуацию в Одессе, а сейчас появились. Так я бы сюда добавил бы к словам Труханова, а почему у Зеленского последние, сколько там, он уже 7-й год при власти, не было вопросов к паспорту Труханова, а сейчас появился. Вот как-то странно все получается, да? И казалось бы, мы обсуждаем какие-то банальные вещи, которые в нормальном мире, в нормальной логике просто, ну, не должны быть. Ну, этого не может быть. Есть закон, есть сводка правил, взаимоотношений центральной, местного центральной власти, местного самоуправления, отношений власти и людей, в каких случаях какие законы действуют, где применимо насилие, где нельзя этого делать. Но почему-то сейчас это стало нормой. И то, что происходит с мэрами, я вам говорю, Труханов это первый пошел. Дальше за ним пойдут и другие. Проблемы у Кличка никуда не делись. Проблемы могут начаться и у Терехова, который тоже управляет большим городом с большими бюджетами. Ведь Зеленскому-то, по сути, да, Лысака сейчас поставили. Ему ж не Труханов мешал. Ему мешал полный контроль, потому что Труханов там за 10 лет своего мэрства очень сильно укоренился. Контролировал многие вещи, которые хотел бы контролировать офис президента. И чтобы они не рассказывали, что вот сейчас во время войны им нужен человек, который не сдаст город, да,
Поэтому, ну, это же тоже один из аргументов, который звучит от Зеленского. Потому что Труханов ненадежный тип, и он может сдать Одессу. Но я не понимаю, сейчас под Одессой бои ведутся. Да, сейчас там какие-то наступательные действия. Почему ты сейчас об этом заговорил? Я понимаю, если бы ты об этом заговорил в начале боевых действий. Сказать, не-не-не, вот эти вот пацаны на Юго-Востоке, которые являются мэрами городов, они русскоязычные, они там все с партии регионов, я им верить не могу. Ну, во-первых, это, конечно, было бы опять-таки незаконно, потому что люди их избрали, да, тогда ты не веришь людям, которые живут в этих регионах, а тогда ты кто для них, тоже вопрос, ты кто такой. Но в данном случае тебя все устраивало, прошло время, и тут, получается, Труханов мешает. Давайте ему уголовную статью пришлем. Я думаю, что это не последнее подозрение для Труханова, и если он не будет сговорчивый, а дальше будет бодаться с центральной властью, то он может уехать, как в песне Леонида Утесова, только не с, а на одесский кичман. Да, одесский кичман это, конечно, хорошая аналогия, но тут же, вы говорите, кто-то возьмет Одессу, тут же Покровск берут и Купянск, а нам говорят, что все хорошо. Ну, там еще Волчанск, но это немножко в стороне, и там немножко другой, специфика другая, хотя тоже там близко к Харькову. Ну, или там, например, вот это направление имеется в виду, север Харьковской области. Как вы оцениваете все то, что разворачивается в медиаполе вокруг темы Покровска? Значит, я, если честно, в шоке. Говорят, 200 человек зашло, и прям вот уже почти город там, да, пал. Потом говорят, нет, ничего страшного, все хорошо, все под контролем. Бои ведутся, окружения нет. Путин говорит 2 дня подряд, что окружение есть. Будьте, пожалуйста, российские военные лояльны к украинцам, потому что нужно, ну, скажем так, крупная, в общем, в сеть попала крупная партия, да, вот этот мешок. Поэтому надо спокойнее там немножко. А на следующий день вообще делает предложение, ну, мне как медийщику такое очень специфическое. Говорит, пускай журналисты заходят, а мы огонь прекратим. И тут целый набор ударов по Зеленскому. Первое. Ты, значит, не можешь прекратить огонь. Даже в таком тяжелом положении. Или, ну, положение действительно тяжелое. То есть ты отдаешь приказ, и огонь не прекращается. Второй удар. Это так давай запустим журналистов. Украинских, Александр. Это, конечно, что украинские журналисты, это там отдельно можно долго рассказывать об аккредитациях, которые не могут получить самые лояльные, самые, ну, вот обычные военкоры, те, которые у них с трудом получается добыть вот эту корочку, чтобы поехать снять окоп, и тут там не разрешают снимать, не пускают, не подпускают и так далее, и так далее. Ну и западные, понятно. И таких ударов масса. Во-вторых, согласиться на это, признать этот котел. И тогда возникает вопрос, так а что, подождите, с реноме Сырского, с реноме Зеленского. Почему эту ситуацию вы допускаете и вовремя не отдали приказ уходить? Ну, выравнивать линию фронта. Как это? Понимаете, вот все же смеялись, например, над русскими в 22 году, когда они уходили из Херсона. Ну вот, смотрите, понятно почему. Эйфория радости, вот город, они там памятник Суворову забрали, из Херсона увезли, все это как бы, да, отмечали тогда. Но выходил тогда, я помню, Суровикин, его выставили вперед, как военного, он как типичная внешность, и он говорит, тяжелое решение. Все. Никто рот не открыл. Нет, ну были, конечно, обсуждения, что вот можно, нельзя, а как, а что. Немножко другая была война, дронов было меньше, и спецификация другая была у этих дронов. Но тем не менее. А почему вот здесь так не работает? Выйти и честно сказать, ребята, мы там не просидим в этом котле, у нас беда, поэтому вот так, значит так. И я бы уверен, что все эти офисные там телеграм-каналы, офисные эксперты, ломы, все бы вышли и сказали, ну а что вы хотите, положить ребят? И никто бы рот не открыл в этот адрес. Но Зеленский так себя не ведет. Как выходить из Покровской ловушки? Сейчас намерен офис. И какие есть вообще пути? Я бы разделил этот вопрос на две части. На часть медийную, да, как бы часть даже не пиара, что ли, а
репутации, скорее, тут более правильное будет слово, начать репутационные риски и вопросы, и конкретно фронтовые действия, почему это происходит. С точки зрения репутации, то, что предложил Путин, это очень сильно бы ударило по репутации самого Зеленского, по той пропаганде, которая, например, ведется. Ну, представьте себе действительно ситуацию, что русские говорят, сейчас останавливаем боевые действия, пусть журналисты заедут, пообщаются с солдатами, да, там, может быть, поснимают какие-то кадры, даже если это будут калиброванные журналисты от офиса президента, ну что они скажут, злые русские остановили обстрелы, поэтому мы здесь, ну, то есть оно не бьется. В этой ситуации оно не бьется, и при любых раскладах надо будет сказать, что вот русские остановили огонь, чтобы сюда заехали там, или передохнули солдаты, да, либо их там вывели, либо журналисты приехали, поснимали. То есть в любом случае это негативно сказалось бы на официальной государственной пропаганде Украины. Первый момент. Не признают. То, что они не признают, это крайне глупо и крайне негативно скажется на будущем боевом духе вооруженных сил Украины. Потому что если мы смотрим, например, военные карты того же Дипстейта, мы видим, что действительно город в кольце, там есть котлы, есть внутренний котел и есть внешний уже котел, который тоже скоро может замкнуться. И здесь по разным данным от 3 до 5 тысяч солдат вооруженных сил Украины находятся внутри. Плюс ведутся боевые действия именно внутри города. Если на это не реагировать, как привык Зеленский это делать зачастую, да, и как привык тот же Сырский, и Игнаты там, да, всякие, которые потом только постфактум признают, ну да, так-то с Бахмутом история такая же случилась, да, и с другими городами то же самое. Ну, временно, да, потерян город, но так вопрос же не в том, что ты город потеряешь, вопрос в том, что ты, если потеряешь, то потеряешь такое количество людей, такое количество личного состава, а теперь давайте подумаем, вот эту всю историю, да, но сейчас не 17-й год, да, не Первая мировая война, чтобы депеша пока гусарская дойдет, там, да, условно говоря, пройдет какое-то время, а дойдет ли она, не дойдет, доскачет ли этот солдатик с новостью. Сейчас любой вооруженный солдат вооруженных сил Украины либо свяжется с семьей, либо в интернете где-то посмотрит и поймет, что произошло, что его побратимів, да, которые там стояли на рубежах этого города, власть просто взяла и кинула. Кинула, забыла, даже не огласила о том, что там есть проблема. Сказали, нет такой проблемы. Не, а сюда же накладывается проблема и с выплатами, да, по погибшим. Те законы, которые принимаются по пропавшим без вести. То, что предлагают по людям, которые в СЗЧ ушли. То есть это все ж комплексно. И когда мобилизованный не по собственной воле, не доброволец видит эту картину, а картина прям, да, ясная, в данном случае Одесса не красная, да, но с таким им не по пути. И это боевой дух вооруженных сил Украины будет косить. Нравится это кому-то, не нравится, но подобное действие верховного руководства армии, государства по отношению к своей армии просто недопустимо. Ни при каких раскладах, ни в какой стране нельзя так относиться к человеку, как к ресурсу. Они даже публично говорят, мобилизационный ресурс, людский ресурс. Это не ресурс, это живые люди из крови и из плоти, у которых есть мама, папа, у которых есть какая-то жизненная история, у которых есть дети. Вот, и которые там находятся, пока ваши дети, мама, папа, где-то в Дубаях или в Лондонах сидят. Вот что будет бесить. Это один момент, то, что будет чувствовать солдат на линии фронта. Второй момент, почему не отводят? Я вот с человеческой точки зрения, да, с бытовой, так сказать, потому что, ну, не военный, вот, и особо не разбираюсь в тактике, не изучал ее, вот, военной тактики. Я думал, что это как-то крайне неразумно, да, там, не выводить эти войска, 5000 человек или 3000 человек, оставить их в котле, это значит, что либо люди попадут в плен, либо будут бои и будут огромнейшие потери. Огромнейшие потери, и это плохо скажется на вооруженных силах Украины. Но общаясь с военными экспертами, они мне говорят, что подобные вещи практикуются именно у военных, потому что это количество людей, это количество вооруженных сил, солдат вооруженных сил Украины, которые находятся
во внутреннем котле, они на себя оттягивают очень большие силы российской армии. И если бы Зеленский их отвел, говорят военные эксперты, не знаю, правильно это, неправильно, просто за что купил, за то продаю, да, отвел, то тогда у России высвобождается еще больше солдат на другие направления, либо на продвижение. А там дальше степи, дальше Краматорск, дальше Славянск. Ну, в общем, как бы история плюс-минус понятна. Некоторые эксперты говорят, что в этом логика есть военная. Но когда лично для меня, как для человека, вот, когда на весах стоит логика военная и логика человеческая, я бы руководствовался человеческой, потому что даже спасти одну жизнь, да, это все равно очень большого стоит. Как написано в Святом Писании, да, спасая одну жизнь, ты спасаешь весь мир. Вот что важно, да. Вот в Талмуде об этом написано, это важно. И Ну, почему-то не прислушиваются к этому ни во время войны, ни в мирное время. А это основы основ. ну, это такой тоже, знаете, тут, Если что, я православный человек для зрителей. да, Но читаю все святые писания, да. тут просто смотрите, какая история. Тут логика, понимаете, вот мне тоже нравится вот эта логика. Логика работает уже по принятым решениям, понимаете? Да, И да. вот это вот многие устают от аналитики, ну там, например, там на канале Александра Лазарева, на канале Александра Шелеста. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайк обязательно. Ну, в общем, Спасибо. люди устают. Почему? Потому что мы пытаемся включить инструменты логики и экстраполировать их по прошлому опыту, или, исходя из вот этой точки, в которой мы находимся, пытаемся логически, там, а если такая логика, то вот так, а если этакая логика, то вот этак. У Зеленского сейчас какая логика продолжения войны? Вот прям это вопрос сейчас очень и очень острый. Смотрите, ну хорошо, там, допустим, сегодня. Сегодня, кстати, тоже там украинское медиапространство, все люди, которые ну, хоть плюс-минус излучают адекватность. Они специфические военные эксперты в украинском информационном поле, вы понимаете, о чем я, то есть, да, пропитаны их, ну, аналитика их пропитана и военной пропагандой, и вот этой изувеченной логикой, о которой я сказал выше, но тем не менее, там, хоть чуть-чуть маломальски адекватный, там, радист, тот, который радио занимается, рэбами и всем остальным, Флэш и вот Бунятов, они прям призывают, надо выводить войска, надо уходить, надо, нельзя там их оставлять. Понимаете? И ну, мы понимаем, что это, например, ну хорошо, ну не сейчас, так через 2 дня, ну через неделю, да, там по Купянску, по Покровску, ну хорошо, через 1,5 недели. За эти 1,5 недели еще очень много жизней как бы будет потрачено, ресурсов будет потрачено и так далее, и так далее. И тут надо угадывать наперед, просчитывать какие-то действия. Но Зеленский последние дни, он так уверен в себе, как будто ему что-то нашептали. Может ли быть ответом или разгадкой на эту загадочную модель поведения вот это 12 пунктов, я думаю, что вы все читали, 12 пунктов Европейского Союза, которые Радио Свобода сегодня слили, и там завтра, наверное, завтра-послезавтра станут уже опубличены и согласованы. Мол, смотрите, я, Зеленский, Европа, вот это Урсула, все коалиция желающих, мы вот, мол, наше видение, и вот давайте садитесь с нами и говорите. Но у меня возникает вопрос, кто? Ну, кто будет на той стороне стола? Вот для кого эти 12 пунктов Зеленского и Европы? Для Зеленского и для Европы. Знаете, это как в анекдоте, когда мужчине в дверь полиция стучится, да, говорит, откройте, откройте. Он говорит, не открою, зачем? Ну, поговорите. Говорит, во сколько? 2 или 3? Ну, так поговорите между собой. Собственно говоря, такая же история и здесь получается. Я прочитал эти слитые пункты. Если они действительно таковы, какими их предоставила пресса, то это комедия. Ну, на это, ну, сразу после одного пункта, который читаешь, что остановка боевых действий по линии разграничения здесь и сейчас, все, дальше можно не читать. То есть об этом было заявлено в Европе, об этом несколько дней или неделю уже говорит Зеленский. Вот, и на это уже Россия дала ответ, что нет.
Подобное для России не подходит. Ну тогда о каких договоренностях можно говорить, если согласие есть продукт при несопротивлении обеих сторон? Ну это формула. Вот, если Россия говорит, что ей это не подходит, значит она не будет останавливать боевые действия по линии разграничения здесь и сейчас. Дальше по пунктам давайте мы там какие-то сомнительные санкции отменим, но серьезные оставим. Дальше нужно сесть договориться Украине какие-то дать гарантии. Вот, потом да, нужно определиться, кто будет выплачивать компенсации. То есть по логике это же репарации, да, которые говорит Ермак. Вот, и тогда мы там, может, разморозим российские активы. Ну, наверное, для того, чтобы Россия эти активы отдала Зеленскому, да, в качестве там компенсации. Вот такой план предоставленный. Там этих пунктов 12, но один краше другого. Я просто назвал те, на которые Россия не пойдет ни при каких обстоятельствах. Понимают ли это? Вот смотрите, мы с вами понимаем, что если они об этом заявили, да, там русские об этом заявили, что они не готовы идти на подобные условия. Мы это услышали, весь мир это услышал. Мы поняли, что, по логике, если одна сторона конфликта говорит, такие условия мы не принимаем, то, наверное, эти условия повторно выдвигать не стоит. Ну, если уже тебе один раз отказали. Или ты будешь, нет, давай еще раз, да, посмотри. А мы тут еще 11 пунктов вокруг этого нарисовали. Он говорит, так нет, это не подходит. Тогда, если вы понимаете, что подобные соглашения и подобные пункты вторая сторона конфликта не примет, зачем вы их выдвигаете? С какой целью? Точно ли с целью договориться здесь и сейчас? Точно ли это пункты мирного плана? Или это очередной пиар и очередная возможность показать всему миру, что вот смотрите, мы хотим, а они не хотят. Вот это русские не хотят, а мы хотим договориться. Соответственно, пожалуйста, вот из-за того, что Путин не согласен на вот эти все пункты, что мы предлагаем, они очень хорошие, они нам очень нравятся, да? То, что они не нравятся Путину, так это же проблема Путина, да? Но он не соглашается, поэтому давайте давить дальше, поэтому дайте нам ракеты. Я Зеленский, я пробовал, я пытался всеми силами договориться, а Путин не хочет. Более того, он еще и со мной встречаться не хочет. Поэтому фламинго не летит, дайте томагавки, дайте актамсы, дайте еще что-то, да? И мы будем дальше дожимать. А еще дайте денег, мы мобилизацию усилим, потому что ее нужно проводить. Против СЗЧшников мы примем еще более страшные законы. Более того, вот если вы предлагаете пункт плана, в котором речь идет о соблюдении прав всех языков, меньшинств, да, и вероисповеданий, в этом же плане это написано, то какого в этот же день в Киеве происходит суд о закрытии Украинской Православной Церкви? Почему за день до этого митрополита Арсения, да, выводят из-под стражи больного человека и потом опять заводят под стражу? Потому что находят какие-то опять страшные преступления. У монаха, у батюшки какие преступления? Серьезно? То есть, если ты хочешь договориться и вот это прописываешь, зачем ты тогда сам показываешь, что мы на это не пойдем? Или в Харкові, оказывается, в Харкові, да, в україномовному місті співали російські пісні в караоке. Горе то яке, не можна цього робити. Оказывается, и здесь нужно нанести удар по этому буржуазному мышлению харьковчан. Так что ли? Ну тогда в чем логика? Тогда это медийный проект. Тогда вот эти все 12, 20, 50, миллион пунктов, сколько бы ни выкатили, если они не соотносятся с двумя сторонами, то кто бы их ни предлагал, Урсула, там Шольц, Мерц, Макрон, Зеленский, Ермак, да неважно, их не примут. То же самое, вот когда приехали Стамбул-2. Вот был Стамбул-2, сказали, есть меморандум украинский, есть меморандум российский. Давайте обсуждать. Зачем вам меморандум европейский, американский, китайский, индийский? Если вот есть конфликтующая сторона, сели, обсуждайте. Обсудили сколько минут? 30 минут. Последняя встреча прошла. Обменялись бумажками, обе стороны посмотрели, сказали, понятно, да, бумажка хорошая, но не для этого предназначенная, да, используем ее в других назначениях. И все, то есть как бы на этом песня спета, закончилась.
Вот, тогда зачем подобные вещи делать? Только для пиара, для обоснования дальнейших действий. Потому что если бы реально хотели договориться, то, наверное, бы какие-то эфемерные планы не выстраивали. А вот мы хотим так и никак по-другому. Да? А там тоже мы хотим так, а не так. Значит, обе стороны прекрасно понимают, причем обе стороны, я сейчас говорю не только про Украину, Россию, я имею в виду в глобальном смысле, прекрасно понимают, какой дальнейший ход событий. И этот ход событий, увы, далеко не в пользу мира. Ну так а Трамп что, с Си Цзиньпином о мире не договорился? Какую-то дикую историю пишет нам, говорит, пускай повоюют. В смысле повоюют? Он же писал, что он ехал в Южную Корею на встречу с Трампом и имел в планах разговор, ну, предметный, да, чтобы... И так как-то стыдливо пишет Трамп, что, ой, ну, про энергоносители мы не говорили, конечно, российские, но тем не менее... То есть, смотрите, мы уже второй раз слышим от Трампа, пускай довоюют. И вообще сухая встреча была, вот эта сухая дипломатическая встреча. Хорошая, почему плохая? Хорошая для Китая и для Америки. Но с точки зрения там, вопроса украинского, как одного из, ну, Трамп, мы, конечно, верим Трампу, несомненно, много говорили об Украине, но, я так понимаю, ни к чему не пришли. Почему? Ну, во-первых, то, что Трамп заявил, да, мне кажется, это было привлечение внимания. Я еду к Си Цзиньпину, и мы будем решать вопрос Украины. Ну, как по мне, там же в конфликте вроде как Китай не участвует. Да? Как бы не хотели это показать, например, некоторые европейские страны, и в том числе в Киеве, отдельные горячие головы, что Китай прямой участник конфликта. Поэтому против Китая нужно ввести дополнительные санкции. Это смешно. Китай – это угроза распространение влияния Соединенных Штатов Америки номер один. Я специально не говорю безопасности, потому что безопасность США не заканчивается нигде. У них безопасность по всему миру. То есть везде, если кто-то делает не так, как хотят в Америке, значит это угроза на американской безопасности. Где-то в этом логика есть, если мы говорим не о стране США, а о гегемонии, да, и о мировой системе, которая контролируется одним геополитическим игроком. Но это давно уже в прошлом, это рудимент. Китай сейчас записан в стратегии США, в стратегии безопасности, как самый главный противник и соперник. А по факту это экзистенциальный противник Соединенных Штатов Америки с учетом темпов роста его экономики, которая в 2 раза быстрее превышает рост экономики США и которая имеет в основе подавляющий процент реального сектора экономики, свыше 80%. У американцев наоборот. И в данном случае, когда во всем мире происходит кризис перепроизводства, а это объективно, потому что количество производителей увеличивается, а количество потребителей и стран, и вообще покупательской способности не увеличивается, да, а может даже правильнее сказать уменьшается, перенасыщается рынок. Мы видим, как сейчас, какие проблемы сейчас, к примеру, у немецкого автопрома из-за роста китайского автопрома. Сейчас Porsche находится на грани банкротства. Porsche, казалось бы, да, элитная марка автомобиля, шикарная, качественная, красивая, с огромной историей, на грани банкротства. До этого генеральный директор Mercedes говорит, что если Германия не поменяет свой подход по поводу экономики, по поводу национальной политики, Mercedes может обанкротиться. Вы вдумайтесь, сказали бы об этом лет 10, подумали, что это разговоры, ну, в пользу слабоумных, да, ну, в смысле Mercedes обанкротится. И как раньше говорили, есть хорошие машины, есть плохие, есть Мерседес, да? А сейчас на грани банкротства, потому что у Китая автопром шагнул вперед. Это вопрос важный. Они замещают своими продуктами. Более того, в отличие от европейцев, американцев сейчас не берем в расчет, при Трампе все-таки протекционистская политика по отношению к своим производителям работает. Да? По отношению, к примеру, к Европе, китайцы датируют производителей, они дают льготы им, они дают госкредиты под очень маленькие проценты. Все это делается для того, чтобы захватить рынок в экономическом смысле. И уже они гасят европейских конкурентов. Трамп это прекрасно понимает. Поэтому были эти страшные пошлины против Китая. Поэтому там 1000%, нет, 1000000%. Сейчас приехали, поговорили, и оказывается, можно договориться уже на 47%. Да? Потом можно еще больше снизить. Потому что Америка понимает, что Китай та сила, с которой придется считаться. И тут уже возвращаемся не
только к шкурным экономическим интересам Китая и Америки. Они на самом деле серьезные, большие. Более того, никто не откладывает ситуацию о том, что может начаться конфликт в регионе, в Азиатско-Тихоокеанском, в коем очень заинтересованы Штаты, чтобы было больше санкций против Китая, чтобы подорвать темпы роста экономики. Это важно. Тут не в том, что кто-то плохой, кто-то хороший. Тут реально большая борьба и конкуренция ведется между этими странами. Вот, на фоне этого, когда мы говорим об Украине, да, об украинском вопросе, мы должны вспоминать, что сказал Китай. Китай, который сказал, что они не дадут проиграть России. Но это ж не из-за того, что Китай обожает. Не, многие, я думаю, в России многие могут считать, я сейчас не про политиков, я про жителей, что вот Китай, и в Китае многие, вот китайцы там любят Россию. Китайцы очень прагматичны. Они прекрасно понимают, что да, Россия это стратегический партнер, без которого те галопирующие темпы китайской экономики, которые сейчас есть, будут невозможны. Без ресурсов, без партнерства, без прочего. И если Россия в этом конфликте, да, уйдет в большой-большой минус, то для Китая это будет огромнейший минус. Поэтому они прямо сказали, мы этого не допустим. Об этом сказано было Трампу, об этом сказано было европейцам. Это не из-за того, что Китай плохо относится к Украине. Нет. Это его стратегические планы. Потому что Украина в данном случае является игроком, не игроком, неправильно, по полем для игры, но со стороны Запада. Со стороны Запада. А Запад является противником Китая. Ну, враг моего врага, мой друг, да, либо там ситуативный партнер, союзник. Но в данном случае между Россией и Китаем выстраивается не ситуативное партнерство, а довольно-таки стратегическое. И это пугает Соединенные Штаты Америки. Это пугает не только Трампа, а те бизнес-кланы, которые за ними стоят. Потому что сращивание такого ресурсного потенциала и такого экономического потенциала, а если к ним еще добавить Индию, которая начала дрейфовать в сторону этих двух государств, сколько было противоречий между Индией и Китаем, и сейчас они уходят на второй план, потому что противоречия Индии и Запада, да, гораздо сильнее, то это будет приговор старой системе. Трамп это понимает. Ему нужно смягчить это падение, либо переориентировать, либо прийти и сказать, а давайте вместе будем кошмарить Европу. Давайте не друг с другом, а покошмарим Европу. Но они же и так готовы, да, на все и на вся. Почему бы этого не сделать? А европейцы, если так дальше будут ушами хлопать, то, что сказал гендир Мерседес, это случится не только с Мерседесом, а вообще со всем производством. И страны третьего мира окажутся на территориях стран старого мира, цивилизации. Ну, логично. Вообще, конечно, тут и... Ну, в общем, здесь логично и с точки зрения цивилизационного, например, да, какого-то выбора определенного. Нет, я понимаю, что многие там могут дискутировать на эту тему и говорить, ну, смотрите, Мерседес все равно останется Мерседесом, даже если собран он в Китае. Как iPhone, который все равно останется айфоном, но хоть собирает его... Ну, сейчас уже, правда, в Индии начали собирать, не только в Китае. Хотя в Китае тоже остались производства, неважно. Тут другой момент. Лукашенко выходит и говорит, что Трамп какой-то разыгрывает спектакль по Украине. Я вот как хочу задать вопрос. Мы уже после антракта или перед самым антрактом, или уже как бы у нас кульминация, развязка, а дальше, ну, условно, будут выходить и кланяться, прощаясь, артисты? Знаете, я бы сказал, что мы находимся в партере, причем не в том, где в театре, да, а том, который определяет позицию в борьбе. Вот. И в борьбе мы как бы далеко не спереди стоим. То есть далеко не сзади, наоборот, спереди, скорее всего. Вот где мы сейчас находимся. Да? И то, что говорит Трамп, в принципе, это понятные и объективные в этом случае вещи. Стоит просто отметить... А что стоит отметить, он забыл, да? Повторите, пожалуйста. Нет, ну что это за спектакль? Мы в каком временном цикле этого спектакля? Кульминация уже прошла, кульминация близится, или уже все заканчивается, ждем, когда выйдут поклоняться. Вот посмотрите, эта метафора, она прямо соотносится с тем, кто у руля Украины сейчас. Артист. Ну, может, уже надо доигрывать?
Артист не может доиграть. Он понимает, что это его последняя пьеса, и доиграть он ее хочет не здесь. Он хочет на выездных гастролях это сделать. Здесь пока у него аншлаг, весь мир наблюдает, для всего мира западного, да, именно более правильно надо сказать, для западной части мира он до сих пор рукопожатный, он является той личностью, которая боронит рубежи всей западной цивилизации. Ну, его так окрестили, его подняли на пьедестал, и его оттуда никто сбрасывать не хочет. Он очень удобная фигура для того, чтобы происходила та политика, которая нужна для определенных бизнес-кланов и политических групп, в том числе внутри Европейского Союза. Поэтому на данном этапе, да, если мы говорим об отдельной личности, да, о солисте этого театра, да, и первом человеке, то у него позиции очень хорошие, которые он рассчитывает протянуть еще 2-3 года. Он об этом сказал Туску, мы об этом с вами говорили раньше, вот, что Зеленский вскользь где-то как-то всегда упоминает, что я еще молод, у меня еще большие планы, ну вот 2-3 года мы еще можем протянуть при наличии каких-то денег. То, что сейчас будет происходить с Украиной, это большая проблема исключительно украинского народа. Исключительно украинского народа, а не того клана, не той власти, которая сейчас есть в нашей стране. Потому что украинский народ уменьшается в количестве. Причем не только уменьшается в количестве из-за войны. Вот последняя статистика за 2 месяца. 100 тысяч пацанов от 18 до 22 лет выехали. Это приговор. Дорогие друзья, это приговор государственной машине. Это то, о чем я постоянно в ваших эфирах, Александр, говорю. Если вы хотите социологический опрос провести, откройте границы. Люди проголосуют ногами и паспортами. Вот вам социологический опрос. Вот как люди хотят находиться и боронити Зеленського. Да? То есть они дают ответ. 100 тысяч уехало. То, что будет происходить дальше, понятно, будет сжиматься эта история. Никого больше выпускать не будут, потому що уже волонтери всякі, там великі хлопці, вийшли в ефіри і почали розповідати, що це була велика помилка. Треба було всіх залишити. И призвать, да. И всех на фронт. И всех на фронт. А потом еще тетенька выступила на днях, которая сказала, что вообще всех мужиков на фронт надо. Надо всех. Почему они сидят дома? Ухилянты такие. А до этого еще несколько персонажей выступила и сказала, что необходимо те, которые не воюют, так они должны пожизненно платить военные сборы. Ну, это ж не случайно происходит. Вообще не случайно. То есть это целенаправленная государственная линия по нормализации всех этих событий, которые сейчас происходят. Поэтому, когда мы говорим в долгосрочной перспективе, для Украины, для украинского народа и для Зеленского нужны совсем разные вещи, диаметрально противоположные. Украина и народ требуют мира. Зеленскому нужно продолжать тот процесс, в котором он сейчас находится. Остановить он его и не может, даже если бы сильно захотел. Один момент, что он его не хочет останавливать, потому что это деньги, это власть, это то, что он больше нигде никогда не получит. Второй момент, а ему и не позволяют остановить. Зеленский, если подписал бы сейчас какие-то соглашения, его бы, либо свое окружение, да, приговорили бы, либо это сделали бы его партнеры, в данном случае с дивными фамилиями Митривелли, да, и другие, которые находятся в Туманном Альбионе. Потому что у них другие планы, и они как-то договаривались. У них джентльменский договор, да, о совсем других вещах. И пока этот договор действует, Зеленский, по отношению к Зеленскому действуют те гарантии, которые он получил. Поэтому он себя так ровно и вальяжно чувствует. Не только во всем мире за границей, но и внутри страны. Александр, что люди могут сделать? Вот мы начинали наш сегодняшний разговор с Одессы и с Республика Седьмой Километр. Кит. Ну, это как бы, знаете, это шутка, да, ну понятно, что в каждой шутке есть доля шутки. Ну, смотрите, а вот Стерненко приехал, говорит, был в Одессе, без Труханова Одесса лучше. А Пушкина опять замуровали демоны, ну вот, замуровали в этот, ну, в эти, как бы, доски, да, вот это все. Теперь там такой куб дощатый.
То есть, понимаете, в Сижу в чем... темнице серой, а орел молодой. Да. Ну, то есть, это же какая-то абсолютная дичь. Это абсолютно новый подход к тому, что ты не можешь изменить. И получается, ну вот я не знаю, долго ли простоит, наверное, это будет показатель, долго ли простоят вот эти доски вокруг Пушкина, и никто ли их не, так сказать, ну, в общем, не заберет себе, вот как давайте выразимся, на растопку. А то, знаете как, судя по всему, и судя по отопительному сезону и черной зиме, которая ждет Украину, вполне себе годный материал для того, чтобы поломать и засунуть в буржуйку, хоть как-то согреться. Об этом как-то вот не подумали у Лысака, да? Надо было каким-то, не знаю, черными пакетами закрывать, чтобы никакой пользы не было от этого материала для людей. Ну, я, конечно, зло шучу, там где-то с сарказмом, а вот по факту люди уже, получается, не могут ничего сделать, и это нужно констатировать. Но, с другой стороны, власть боится людей до сих пор. Если бы власть не боялась людей, она бы не проводила бы не применяла бы такие репрессивные методы, которые она применяет, да, по отношению к тем, которые выходят на протест. По отношению, я имею в виду сейчас Винницу в данном случае, август месяц, когда женщины вышли, многим из них уже пидозры вручили, причем по довольно-таки серьезным статьям, что они там разглашали местонахождение и расположение вооруженных сил Украины. Власть пытается отловить мужиков, которые давали подзатыльники военкомам тоже где-то в конце августа или в начале сентября. Там им тоже домой вломились, принимали их, причем как, не знаю, как Пабло Эскобара брали. Вот, крутили руки, наручники, там чуть ли не спецназ работал. Вот. Власть всячески пытается запугать, потому что она понимает, что она перестает с каждым днем все больше и больше контролировать вообще весь процесс. Она видит, что процесс выходит из-под контроля. Действительно, то, с чего мы с вами начали, народ может терпеть долго. Но это терпение, всему есть начало, всему есть конец. Здесь реально сила действия всегда равна силе противодействия. И чем сильнее они сжимают народную пружину, тем сильнее она выстрелит в конце и попадет между глаз тем, которые ее сжимают. Сейчас Пушкин мешает. Вот убрали памятник Екатерины, да, под предлогом, я не знаю, это уже не декоммунизация, а деимпериализация, да. Вот новая тема, прикольно звучит, почему нет, приехали всякие персонажи, которые к Одессе отношения не имеют, сняли, окей. Вот, народ, скрипя зубами, ладно, хорошо, Дюк стоит, Пушкин стоит, окей. Тут уже Пушкин мешает памятнику, если не ошибаюсь, 150 лет. Пушкин и про Одессу писал прекрасно, и в Одессе писал. И чем он вам сейчас помешал? Идеологическая борьба с культурным сознанием данного региона происходит. И не только данного региона. То есть, это борьба с памятью. Окей. Люди еще в 22 год, начало 23 года, я думаю, все были заняты совсем другими вопросами. Война, непонятно, что будет, бомбежки, страшно. Сейчас люди начинают смотреть и на это. Они хорошо, не, война войной, это все понятно, да, то есть как бы с войной все ясно. Но помимо войны, а вы что ж второй фронт-то развязали внутри страны? Власть с народом. Второй фронт. И ненависть, которая возникает у обычного человека по отношению к действиям власти, и не только власти там лично Зеленского, хотя в Украине власть всегда персонализована, всегда. То есть есть всегда имя и фамилия этой власти. Но и по отношению к тем непонятным персонажам, которые надели на себя пиксель, да, и ездят на фургончиках, принимают людей. Потому что я, честно, я до сих пор не могу понять, что должно быть в голове, в сердце, в душе у человека, когда он своего просто так забивает ногами. То есть, кто ты, хочется спросить, ты откуда, где тебя взяли, то есть, с каких гор тебя спустили, что ты себя так ведешь по отношению к своим же. А на это накладывается и культурный слой. То есть нам запрещают чтить свою культуру, праздновать праздники. У нас Рождество забирают, у нас забирают другие праздники, памятники, улицы. Нам навязывают. І при этом всьому не забирають і говорять, що вот із-за цього, що там Катерини нема в Одесі, там все, в Одессу не летят ракеты. Да? Ну, можно, если бы так было, может быть, как-то по-другому посмотрели. Нет. То есть ситуация ухудшается.
На фронте ситуация ухудшается в социалке, в бытовой сфере, в энергетике. Блэкауты повсеместно включаются, и уже заявление, что а если зимой будет минус 20 и по 20 часов не будет света, а как тогда будут жить города? Тут в топку порой не эти заберут, не доски вокруг Пушкина, да, тут совсем другое пойдет в топку. И, в общем, мне кажется, что власть потеряла контроль над населением. И народный гнев, вот то, что произошло в Одессе, это первый прорыв. Если они не одумаются, а я не вижу причин у них одуматься, да, тут, так сказать, ни шагу назад, то дальше будет сильнее, жестче. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.